Рекомендую внимательно прочесть данную инструкцию и следовать этим рекомендациям, если у вас возникнет непреодолимое желание повторить то, что творится в данном ролике. Вся ответственность за ваши действия лежит только на вас. Первый рез делаем снизу вверх носиком шины, заглубляясь примерно на 2-3 см. Что это дает? Во-первых, линия разметки четко видна. Это позволяет сделать рез ровным. Во-вторых, мы избегаем образования расщепления края реза. А это при чистовой косячке немаловажный момент. Второй и последующие за ним резы выполняются сверху вниз. Обратите внимание, что корпус пилы находится к поверхности стены под максимально острым углом. Это позволяет вести пилу ровно, так как наклон шины хорошо виден и хорошо контролируется. Второй рез, как и последующие за ним резы, выполняется с заглублением 2-3 см. Благодаря этому вырезать проем можно с минимальным отклонением от прямого угла. Шина как бы служит линейкой и направляющей. Находясь погруженной краем в уже выпиленной части стены, она не дает отклониться от вертикали. Выполняя операцию пиления сверху вниз до полного завершения процесса. Аналогично повторяем операцию с противоположной стороны. Первый рез снизу вверх делаем с максимальным приближением корпуса пилы к стене. Шина движется по уже выпиленному пазу внизу, и это не позволяет ей отклониться от вертикали. Очень удобно, хорошо видна линия разметки, край пропила получается ровным, а не лохматым. Попытка выпилить сверху вниз с максимальным погружением шины в тело стены приводит обычно к печальным последствиям. Даже если на пиле стоит новая цепь и шина, невозможно контролировать наклон как по вертикали, так и по горизонтали. Линия разметки практически не видно. Получается мохнатый край со сколами. Цепь вырывает волокна с края проема, и выглядит это просто ужасно. Да и неприятно нам еще шипы размечать. Постепенно, ведя прорезку, можно контролировать и корректировать угол наклона, склоняя шину то к одной, то к другой части реза. На данном проеме мы выполняем шип не только по бокам, но и снизу проема. Поэтому бока прорезаем внизу до верха шипа. Не старайтесь пропилить проем внизу до самой линии разметки, потому что контролировать наклон шины в этой ситуации невозможно. Лучше не допилить пару сантиметров, а после того, как проем будет выпилен, можно будет скорректировать рез и допилить. Горизонтальный рез выполняется таким же образом, как и вертикальный. Первый рез слева направо с минимальным заглублением и максимальным наклоном корпуса пилы к стене. Врезка пилы в стену производится движением вперед с изменением угла наклона пилы на перпендикулярный по отношению к стене. Операция выполняется с максимальным увеличением количества оборотов акселератором. Резы по бокам снизу вверх и сверху вниз не требуют максимальных оборотов пилы. Обороты держим средние. Давить пилу не надо, она под своим весом будет погружаться в рез.